Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я вам покажу, как вязать вот такого вот маленького симпатичного мопсика размером 13 сантиметров. Его можно вязать как в сумочке. Сумочку мы с вами тоже свяжем. Или как просто вот такую вот подарочную игрушку. Это лежачая собачка. Она лежит. Вот так она выглядит. Украшать можно как бантиками, цветочками, то есть либо просто без ничего. Вот в таком лежачем положении мы будем с вами вязать вот такую вот собачку, мопсика. Маленькую собачку мопсик. Вот такая симпатичная мордочка у нее. Это полностью цельно вязаная игрушечка. Вывязываются только ушки. Все остальное. И вот так вот ее можно посадить и носить вот в такой сумочке. Такой корзинке. Начнем. Но прежде чем мы начнем, подпишитесь на мой канал. Если вам нравится со мной вязать, ставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить много интересных идей. Ну и новых мастер-классов от меня. Также я очень благодарна за финансовую поддержку меня и моего канала. Для вязания мопсика нам понадобится плюшевая пряжа на 100 грамм 120 метров. Это бежевая пряжа и черная. Также нам понадобится для вязания сумочки. Это Alize Velluto у меня. Она более толстенькая идет. И я и буду вязать сумочку для мопсика. Alize Velluto. Тоже сумочку можете вязать любых оттенков. Дальше нам понадобится иголочка с полухлопковой ниточкой черной или любой другой, которой вы вышиваете реснички, бровки и так далее. Ножнички, глазки. Глазки 10 миллиметров. Я беру в этот раз черные. Вот, но пробовала и с блестящей подложкой, тоже очень хорошо смотрится. И носик. Носик у меня 7 на 9 сантиметров, миллиметров, 7 на 9 миллиметров носик. Также нам понадобится для вязания корзинки для Alize Velluto я взяла 7 крючок. А для вязания мопсика 4, как обычно. Я вяжу все игрушечки 4. Все, давайте начнем. Итак, начинаем вязать с мордочки с черной пряжи. Набираю, крючок у меня 4. Набираю 5 воздушных петель. 3, 4 и 5. 5 воздушных петель. Со второй петли от крючка я провязываю прибавку 2 столбика с накидом, 2 столбика без накида в одну петлю. Я ставлю маркер в первый столбик. Вот в первый столбик. Дальше 2 столбика по цепочке. И в последнюю петельку я провязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Это все в одну петельку. Дальше по второй стороне. По второй стороне я буду вязать. И хвостик буду вязать вместе. 2 столбика без накида по цепочке. И в конце прибавка. Подтягиваем хвостик. И в конце прибавочка. Вот такой первый ряд у нас связан. У нас получается по кругу 12 столбиков. Второй ряд я провязываю без прибавок и убавок 12 столбиков без накида. Провязав первый столбик, я ставлю маркер. И вяжу по кругу каждую петельку 1 столбик без накида. 12 столбиков по кругу. Последнюю петельку я не довязываю, обрезаю ниточку
и меняю цвет. Меняю цвет на бежевый. И заканчиваю уже второй ряд, последний столбик бежевой пряжей. Дальше давайте приготовим еще один маркер. Еще один маркер. И теперь снимаю маркер и провязываю третий ряд. Значит, в третьем ряду первую петельку я провязываю за заднюю стеночку петли. Вот, за заднюю стеночку петли. И в эту петельку я провязываю прибавку за заднюю стеночку. Первый столбик я определяю третьего ряда, а переднюю стеночку, чтобы не потерять, я тоже фиксирую, где у меня петелька первого ряда, передняя стеночка первого столбика. Дальше провязываю все за заднюю стеночку петли. Столбик без накида за заднюю стенку. Дальше 3 прибавки подряд за заднюю стенку. Итак, прибавка, первая прибавка, за заднюю стеночку вторая прибавка и за заднюю стеночку третья прибавка. Дальше столбик без накида за заднюю стеночку. И в следующую петельку прибавка за заднюю стеночку. И ставим еще один маркер, чтобы не потерять, потому что это черная пряжа. Вот, где мы заканчиваем вязать за переднюю стенку. Дальше мы вяжем, как обычно, за обе стеночки 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот такая мордочка получается. Вот я отметила, где у нас, где мы вязали за заднюю стеночку петли. И вот наш первый ряд. Отмечен маркер первым рядом. Вот так. Итак, провязали. Теперь четвертый ряд. Четвертый ряд провязываем 4 столбика без накида. В первый столбик ставлю маркер. 1, 2, 3 и 4. Теперь провязываем 4 прибавки подряд. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка и четвертая прибавка. Дальше до конца ряда провязываем 9 столбиков без накида, без прибавок и убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот получается у нас четвертый ряд. Теперь пятый и шестой ряд мы провязываем без прибавок и убавок по кругу. Сколько? 21 столбик без накида. То есть у нас получается в четвертом ряду 21 столбик. И давайте пятый и шестой ряд провяжем по кругу без прибавок и убавок. 21 столбик без накида. Итак, провязала я пятый и шестой ряд. Вот такая деталь получается. Вот так. Так, теперь снимаю я, вытягиваю небольшую петельку. Давайте с вами вернемся к мордочке и провяжем вот эту вот часть. Значит, я беру черную пряжу
Снимаю маркер с передней петельки, с первого столбика и присоединяю, делаю воздушную, и в эту же петлю я провязываю столбик без накида. И дальше я провязываю вот за передние стеночки, вот за передние стеночки столбики без накида до второго маркера. Маркер снимаю, провязываю вот так. Теперь обрезаю хвостик и делаю соединительный столбик. Вот так. Вот так провязали. Теперь хвостики вот эти я ввожу крючок. Вот. И вытягиваю хвостик. Первый. И второй. Вот так. Черная ниточка какая-то очень сыпется. Не пойму, что с ней не так. Ну вот мы провязали мордочку. Столбиками без накида. Все, теперь вкладываем хвостики и продолжаем вязать 7-й ряд. Итак, провязываем 4 столбика без накида. В первый столбик ставлю маркер. 1, 2, 3 и 4. Теперь 3 столбика я буду провязывать за заднюю стеночку петли. Вот. За заднюю стеночку петли я провязываю 3 столбика без накида. Ну и ставлю маркер для того, чтобы понимать, где у меня передние стеночки. 1, 2, 3. Дальше провязываю 2 убавки. Первая убавка и вторая. Дальше провязываю 3 столбика без накида за заднюю стеночку петли. И тоже ставлю маркер в первый столбик, чтобы не потерять столбики, вернее передние стеночки. Вот так. Первый столбик, второй и третий. Дальше до конца ряда я провязываю 7 столбиков без накида уже за полную петельку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот так. Отметили мы столбики. Первые столбики, где мы вязали за заднюю стеночку петли. В 7-м ряду у нас получается 19 столбиков. 8-й ряд. В 8-й ряд я провязываю 5 столбиков без накида. В первый столбик ставлю маркер. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше провязываем 3 убавки подряд. 3 убавочки подряд. Итак, первая убавка, вторая,
и третья. Дальше до конца ряда 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и последняя 8. Вытягиваю немножко петельку. Вот такая у нас получается мордочка. Теперь давайте с вами будем ее оформлять, потому что сейчас будут убавки и потом будет неудобно. Я беру глазки. И смотрите, когда мы меняли с вами ниточку, вот у нас была первая прибавка, вторая и третья. И вот в эти за прибавочками, вот с одной стороны за прибавкой и со второй стороны за прибавкой мы вставляем глазки. Вот с этой стороны и вот с этой стороны. Как раз на границе, где мы меняли ниточки. Вот так. Вот так вставляем глазки. Ну и теперь давайте их закрепим. Итак, смотрите, глазки я вставила, зафиксировала их зажигалкой, сделала им шляпки, чтобы было все хорошо видно. Ой, чтобы хорошо зафиксированы были глазки. Так, теперь будем вязать с вами ушки. Снимаю маркер, вставляю крючок в первый столбик. Мы на ушке выделяли 3 столбика, 3 передние стеночки. Итак, присоединяю я черную ниточку, делаю воздушную. В эту же петельку я провязываю столбик без накида. И в эту же петельку я провязываю полустолбик с одним накидом. Подтягиваю, убираю хвостик. Во вторую петлю, переднюю полупетельку, я провязываю один столбик с накидом. Дальше делаю 2 накида и провязываю сюда же в этот столбик с 2 накидами. Делаю накид и провязываю сюда же столбик с одним накидом. В следующую последнюю петельку я провязываю 1 полустолбик с накидом, столбик без накида и соединительный. Обрезаю хвостик, ниточку и вытягиваю. Вот первое ушко у нас готово. Теперь убираю маркер и присоединяю к первой петельке второго ушка. И точно так же присоединяю. В первую петлю я делаю воздушную, столбик без накида и полустолбик с одним накидом. Убираю хвостик. Во второй столбик я провязываю за переднюю стеночку столбик с одним накидом, столбик с 2 накидами и столбик с одним накидом. И в последнюю петельку я провязываю полустолбик с одним накидом,
столбик с одним накидом и соединительный. Обрезаю ниточку и вытягиваю. Вот так. Вот такой, ой, вот такие ушки получаются. Теперь я беру и хвостики вытягиваю вовнутрь и подтягиваю их изнутри. Вот так. Точно так же и вторую. Так, прячу все хвостики вовнутрь. Все это потом почистится. Вот, и давайте набьем холофайбером деталь. Возьмем небольшую вот, чтобы немножко придать форму. Вот так. Все, черная пряжа, она почистится. Вот. Все, ушки, они будут вот так вот вперед их загибаем, вот так вот вперед. И они очень хорошо стоят. Опять же, все это почистится. Вот они вот так вот хорошо ложатся на переднюю часть головы. Вот так. Все, теперь давайте продолжим. Значит, следующий 9-й ряд. 9-й ряд провязываю так. 2 столбика без накида. Первый столбик ставлю маркер. 1, 2 и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 4 повторения. В 9-м ряду у нас получается 12 столбиков. В 9-м ряду получается 12 столбиков. И 10-й ряд провязываем без прибавок и убавок 12 столбиков без накида. Итак, довязала, набила уже голову полностью, чтобы она у меня уже плотненько тут стояла. Вот, я уже не буду ничего здесь не ввязывать. Единственное, что сейчас мы с вами сделаем, это утянем мордочку. Для этого я приготовила иголочку с ниточкой черной.
в 2 нити. Я взяла Ярнард джинс в 2 нити. Теперь определяю, где у нас середина мордочки. Вот середина мордочки. Вставляю иголочку, а вывожу на серединку мордочки сверху. Вот между третьей, вернее, вторая прибавка между прибавкой, между столбиками, вернее. Вот определила, где серединка, оставляю хвостик. Вот, и теперь сделаем утяжку. Еще раз. Вот видите, уже мордочка вырисовывается. И еще раз. Я делаю 3-4 раза, чтобы хорошо у меня мордочка была стянута. Все. Теперь завязываю на узелочек. Вот так. И теперь вот вставляю и вывожу уже, вот там, где у нас холофайбер, подтягиваю, обрезаю, беру второй хвостик и проделываю точно так же. И вкладываю вместо холофайбера. Вот так вставляю и вывожу вот в серединку. Вот так. Все. Вот так поправляем. Вот. Здесь приклеится носик. И вот такая вот получается. Теперь прячу я ниточки, хвостики вовнутрь. Вот так. И теперь давайте вышьем с вами бровки и реснички. Я вышиваю сразу. Вставляю вот опять вовнутрь, а вывожу вот где-то близко возле глазика. Реснички уже каждый на свое усмотрение вышивает, кому как больше нравится. Вот так. И бровки. Вот так поправляю. И бровки вот так вот. Так. Смотрим, где, чтобы было хорошо видно. Вот так, первая бровка. И вторая бровка. И вывожу уже опять серединку. Ну все. Вот так вышила мордочку. Опять же тоже я завязываю на узелочек и прячу ниточки в серединку. Вместо холофайбера. Вот так.
Все, и прячу в серединку. Все. Ушки у нас будут вперед смотреть. И вот такая вот мордочка есть. Носик потом приклеим уже в самом конце. Я приклеиваю носики. Вот так. Все, мордочка полностью у нас готова, кроме носика. Дальше. Продолжаем вязать дальше туловище. 11 ряд. В 11 ряду я провязываю все 12 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Первый столбик ставлю маркер. И так нужно провязать до конца ряда. В каждый столбик, в каждую петлю 2 столбика без накида. Давайте так провяжем до конца. Итак, вот провязала я первый, вернее не первый, а 11 ряд. Получилось у меня по кругу 24 столбика, 12 ряд. 12 ряд я провязываю 3 столбика без накида, ставлю маркер в первый столбик. 1, 2 и 3. Провязав 3 столбика, начинаем вязать первую ножку. Набираю 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязав цепочку с 8 воздушных петель, делаю 2 накида на крючок. Отсчитываю от петли 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И в пятую петлю я провязываю 3 столбика с 2 накидами. Это будет первый столбик. Делаю опять 2 накида. В эту же петельку, в пятую, провязываю второй столбик с 2 накидами. И в эту же петельку я провязываю третью петельку с 2 накидами. Вот так. Теперь делаю одну воздушную. И сюда же я провязываю соединительный столбик в эту пятую петельку. Дальше у нас по цепочке остается 3 петли. Здесь я провязываю 3 полустолбика с накидом. 1, 2 и 3. Первая лапка готова. Теперь провязываем 18 столбиков без накида по туловищу уже. 1, 2 и 18. 18 столбиков провязала. Вот так. 18. Теперь вяжем вторую лапку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь делаю 2 накида, отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5. Вот, и в пятую петельку провязываю первый столбик с 2 накидами, второй столбик с 2 накидами, и третий столбик с 2 накидами. Воздушную петлю и в эту же петельку пятую соединительный столбик. Теперь делаю накид и провязываю 3 полустолбика с накидом. 1 по цепочке, 2 и 3. Все, и до конца ряда у нас остается 3 петельки. Провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Вот мы провязали первые лапки. Так, теперь 13, 14, 15, 16, 17 и 18. 6 рядов.
Да, 6 рядов мы провязываем без прибавок и убавок 24 столбика без накида. По кругу провязываем 6 рядов. Давайте так провяжем. Итак, связала я 6 рядов. Итак, 19 ряд. Девятнадцатый ряд провязываем так. Я снимаю маркер. Так, и начинаем вязать. Немножко отдалила, чтобы было более видно. Провязываю 5 столбиков без накида, ставлю маркер в первый столбик. 1, 2, 3, 4 и 5. И вяжем третью ножку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь делаю 2 накида. Отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5. Вот и в пятый столбик провязываю первый столбик с 2 накидами. Дальше второй столбик с 2 накидами. И третий столбик с 2 накидами. Теперь одна воздушная. В эту же в пятую петельку я провязываю соединительный столбик. И теперь по цепочке провязываю 3 полустолбика с накидом. 1, 2 и 3. Теперь давайте провяжем 18 столбиков без накида. Итак, провязала я 18 столбиков. Теперь вяжем четвертую ножку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь опять 1, 2, 3, 4, 5. В пятую столбик провязываю первый столбик с 2 накидами. Второй столбик с 2 накидами. И третий столбик с 2 накидами. Воздушная и соединительный столбик сюда же в пятый столбик. Теперь делаю накид и по цепочке провязываю 3 полустолбика с накидом. И в конце остается у нас одна петелька, я ее провязываю. Вот так. Вот такая деталь получается. Теперь 20 ряд. Провязываю столбик без накида, ставлю маркер обратно. Так, 1, 2, 3, 4, 5,
Ножку сгибаем 6 за ножкой. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Провязав 15 столбиков, вяжем хвостик. Хвостик должен быть посерединке. Вот, посерединке. Провязываем 5 воздушных петель, набираем, вернее, 1, 2, 3, 4, 5. И со второй петли провязываю 4 столбика без накида. Обычные столбики. Вот так, 3 и 4. И дальше до конца ряда провязываю оставшиеся петельки. Вот так. До конца ряда. Вот перед ножкой и за ножкой последнюю петельку. Вот так. Вот. Так, теперь давайте набьем туловище. Набьем туловище и начнем вязать убавки. Итак, набила я деталь. И теперь начинаем вязать 21 ряд. Мы сейчас будем делать все убавки. Поэтому снимаю маркер. В 21 ряду мы провязываем 2 столбика без накида. В первый столбик ставлю маркер. Вот, второй столбик и убавка. За передние полупетельки провязываем убавки. Так нужно провязать до конца ряда. Должно быть 6 повторений. В конце ряда 18 столбиков. 1 столбик без накида. Второй столбик без накида. И убавка. Все, давайте так провяжем до конца ряда. В конце ряда у нас должно получиться 18 столбиков. 22 ряд провязываем убавку через каждый один столбик, то есть один столбик без накида плюс убавка. Так повторяем 6 раз, в конце 12 столбиков. Давайте так провяжем. Итак, вот я провязала 21-22 ряд. И теперь здесь по кругу остается 12 столбиков. И я просто за передние полупетельки провязываю все убавки подряд. Должно быть 6 убавок. Итак, и последняя убавка. Все, я обрезаю хвостик. Вот, и фиксирую ниточку. Вот так. Одеваю иголку. И стягиваю отверстие. Еще могу сделать узелочек. Теперь в центр вставляю иголочку, а вывожу в любое место. Ой, хвостик зацепился.
Вот так. И путаю ниточки. Все, обрезаю. Давайте все почистим. Все. Поправляем все. Вот так вот лапки ложим, чтобы они были правильно лежали. Вот так. Все. Наш мопсик готов. Итак, приклеила я носик. И теперь можно вышить красный язычок вот внизу мордочки. Для этого я беру красную пряжу. Итак, ну что ж, собачка наша готова, мопсик наш готов. Ушки мы ложим сюда наперед, поправляем все, туловище поправляем. Вышили мы, кстати, язычок, носик. Ну, язычок это по желанию, в принципе. Вот, приклеили носик. В общем, все, наш песик, мопсик готов. Теперь давайте с вами свяжем ему корзинку. Итак, начинаем вязать с вами корзиночку или сумочку для нашего мопсика. Для этого я взяла 7 номер крючка 7 миллиметров и желтую пряжу Ализе Велюта, по-моему. Итак, набираю я 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. С третьей петли от крючка я провязываю, вот с третьей петли от крючка провязываю 3 столбика с накидом в одну петлю. 1, 2 и 3. Дальше по цепочке провязываю 1 столбик с накидом, 2, 3, 4, 5 и 6. В последнюю петельку я провязываю 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше по цепочке я провязываю за полупетельки 6 столбиков с накидом. 1,
2, 3, 4, 5 и 6. И в последнюю петельку я провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Делаю соединительный столбик во вторую петлю, во вторую воздушную петлю. Вот так. Первый ряд провязан. Ну, он и последний, потому что я обрезаю хвостик и фиксирую ниточку. Все, это донышко. Теперь переворачиваю донышко вовнутрь. Вот здесь вот смотрю, у меня здесь 3 петельки. Вот 3 петли. 1, 2 и 3. Вот эти 3 петли, я их не трогаю. Поставлю сюда маркер. Это будет отверстие для мордочки. Вот. Отверстие для мордочки. Я его вот так вот. Вот здесь вот 1, 2 и 3. Теперь начинаю вязать вот с соседней петельки за заднюю стеночку петли и присоединяю ниточку. Хвостик будем вязать вместе с деталью. Набираю 2 воздушные и сюда же провязываю столбик с накидом. И дальше за заднюю стеночку петли по цепочке провязываю столбики с накидом. При этом хвостик вяжу вместе с деталью. Вот так. За заднюю стеночку. Давайте так провяжем до нашего маркера. Вот так провяжем. Итак, довязала я до маркера. Вот 3 петельки, которые мы с вами 1, 2, 3 оставили. Вот маркер уже можно снять. Маркеры. Вот. И теперь набираю 2 воздушные, разворачиваю вязание и провязываю опять столбики с накидом, второй ряд вот до этого момента. То есть давайте второй ряд провяжем до конца ряда. Вот я довязала, вот такая деталь получается. Теперь набираю 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Разворачиваю вязание. Значит, отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. И в 7-ю провязываю столбик без накида. Вот такая ручка у нас получается. Теперь провязываем 1, столбики без накида, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте отсчитаем с этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, еще одну петельку провязываем, 9 столбиков
9 столбиков. Вот здесь вот 9 столбиков. Теперь набираем 15 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И соединяем с последней петелькой вот в этом ряду столбиком без накида. Вот такая получается сумочка. Теперь продолжаем вязать уже вот по вот этой вот части. Продолжаем столбиками без накида провязывать, делать обвязку, можно сказать, по всей детали. Здесь я одеваю и делаю как бы делаю убавку, скругляю ряд. Теперь один столбик. И дальше вот этот вот столбик, третий, который мы не провязывали, не довязываю. И вот начало боковой части. Начальный столбик. И провязываю опять убавочку. И дальше провязываю вот по боковой части. Вот мы скруглили вот эту вот часть, скруглили. Теперь провязываю по ручке, под ручку одеваю крючок и вот так вот легенько делаю обвязку по всей ручке. Не затягиваю, не делаю плотно. Она будет такой воздушной. Вот до конца ручки. Я не знаю, сколько здесь получается петелек. Вот, но до конца ручки вот так вот я провязываю. Вот так. И теперь перехожу на вот эту вот боковую часть до следующей ручки. Здесь у нас 9 столбиков. Я их провязываю тоже столбиками без накида, переходя на следующую ручку, на вторую. И вторую ручку точно так же делаю обвязку на второй ручке. Вот так. Не очень удобно на весу вязать, конечно, но... провязала до конца ручки. Теперь делаю в первую петлю, делаю соединительный столбик, отрезаю ниточку подлиннее и прячу. Вот такая сумочка получается. Поправляю все. Вот. И давайте спрячем хвостик и встретимся. Итак, сумочка готова. Сумочка-корзинка. Вот наш песик, мопсик. Давайте его посадим вот так вот. Вот. И вот так вот он будет у нас сидеть. Головка выглядывает. Вот так. Ручки на сумочке, они очень удобные для детской ручки. Держать корзиночку в ручке. И вот такой вот песик у нас
вышел с корзиночкой. Украсить песика можно ленточкой, либо бантиком, либо можно вот так вот, он тоже очень хорошо выглядит. Корзинку тоже можно украсить при желании. Вот, ну, в любом случае, это уже на вашу фантазию. Мастер-класс мы закончили. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.